Жизнь и быт оленеводов Крайнего Севера овеяны множеством мифов. Авторами поверий становятся, как правило, люди, слабо знакомые с тундровым бытом. Для них непонятны и поразительны некоторые умения жителей тундры. Например, способность ориентироваться на бескрайних просторах севера и находить дорогу в любую погоду и время суток. Этот навык коренных северян превосходит способности городских жителей настолько, что сообщения о заплутавших оленеводах воспринимаются как сенсация. Люди не задумываются о механизме такой способности. Достаточно легенды о том, что коренные северяне с детства знают все территории так, что передвигаются по ним едва ли не с закрытыми глазами. Некоторые уверены, у кочевников есть какой-то секрет. Так как же оленеводам удается с легкостью ориентироваться в тундре? Давайте разбираться. Не сворачивая. Многие исследователи пытались выяснить у оленеводов, как им удается не заблудиться в тундре. Но оказалось, простого ответа не существует. Сами оленеводы говорят, что главное правило – быть смелым. Причем это не так просто, и поездки по тундре могут сопровождаться внешне непроявляемым волнением и сомнениями. Туда ли еду? Опытные оленеводы говорят, если не уверен, что держишь верный курс, захочешь повернуть. Свернув раз, через некоторое время обязательно задумаешься о новом повороте, затем опять. В результате поездка по кругу может продолжаться до тех пор, пока не слягут олени. После этого придется идти пешком, но и так можно попасть в ту же ловушку. Все оленеводы, которые погибли в тундре, испугались, что не придерживаются маршрута. Кочевники уверены, именно нехватка смелости и привела к трагедии. Главный секрет – не сворачивать даже при сильных сомнениях. Северяне говорят, если продолжишь ехать в выбранном направлении, обязательно приедешь хоть куда-нибудь, пусть не туда, куда планировал. Надо только найти знакомое место, которое позволит сориентироваться. А если один раз повернешь, обязательно потеряешься. Но такой совет вряд ли поможет человеку пришлому добраться до места назначения. Знать пути в тундре – не единственный способ не заблудиться. Эксперты говорят о важности построить так называемую ментальную карту территории. Модель взаимного расположения разных мест относительно друг друга. Кто-то может мысленно рисовать ее, представляя местность сверху и обозначая на ней точки. Кто-то с уровня земли. Сложность заключается и в том, что нужно четко понимать свое местоположение на этой мысленной карте, нарисовать на ней маршрут по направлению к цели и придерживаться его. Это позволяет коренным северянам находить дорогу даже в непогоду, когда визуально сориентироваться на местности сложно. Оленевод в таком случае не зависит от того, как запомнил путь и ориентиры, и может передвигаться и в темноте, и в тумане, и в любое время года. Зная только лишь направление, кочевник способен поразмыслить и разработать маршрут, по которому будет двигаться, при этом определив по геометрическим соотношениям примерное расстояние, даже если никогда до этого не ездил таким образом. Эта способность в повседневной жизни крайне важна. Ментальная карта. Что же содержится в так называемой ментальной карте оленевода? Исследователи утверждают, что при ее формировании человеку необходимо постоянно перемещаться по местности и четко представлять, как меняется его местоположение относительно известных точек, в какой стороне и на каком расстоянии они находятся в любой момент. При этом карта будет нуждаться в постоянных уточнениях, которые можно сделать только во время новых поездок. Этнографы тоже отметили способность оленеводов передвигаться по тундре. В своих работах они отмечают, что ненцы во время поездки мысленно обозревают окрестности сверху, как бы представляя себя точкой. Такой взгляд с высоты птичьего полета – один из способов составлять ментальные карты. Некоторые ненцы, впрочем, предпочитают вид сбоку. Есть у такого способа ориентирования и минус. Сосредоточившись на отслеживании маршрута, оленеводы не очень хорошо запоминают путь визуально. Исключения составляют ключевые объекты – горки, деревья, кусты, местоположение которых тоже отмечают на ментальной карте. А вот все то, что находится между этими точками, северяне запоминать не стремятся. Особенность ментальной карты оленевода – построение осей. Оно нужно для того, чтобы запоминать местоположение каждой конкретной точки не отдельно, а относительно ориентира, пересекающего всю карту. Его роль может играть, например, река или цепочка холмов. Исследователи отмечают, если попросить жителя тундры нарисовать схему местности, то первое, что будет изображено – ось, вдоль которой потом начнут появляться остальные объекты.
Любопытно, что кочевники разных народностей выбирают в качестве оси разные объекты. Например, коми рисуют схематическую карту тундры, сначала изображая кочевые тропы. А вот тазовские ненцы в первую очередь разместят на бумаге реки. Ветер, звезды и заструги – природные ориентиры. Как же оленеводы держат направление? Проще всего использовать компас, но применяется он не всегда. Чаще всего его берут с собой в длительные переезды или отправляясь в дорогу в ненастье. При этом представители народа коми стремятся всегда держать направление света в голове, а ненцы и вовсе редко пользуются компасом. Если он есть в чуме, то обычно в качестве детской игрушки. Тазовские оленеводы в поездках по тундре не следят за расположением сторон света. Чаще всего в пути северяне ориентируются на направление ветра. При отъезде со знакомого места тундровик запоминает, как его обдувал ветер, а затем следит, чтобы угол сохранялся. Кажется, что такой способ весьма ненадежен. Ветру свойственно менять направление, но это никогда не случается моментально. Если кочевник замечает изменения, он просто переходит на другой метод удержания направления. Зимой путешествовать оленеводам помогают заструги, образованные все теми же ветрами волны на поверхности снега. Еще одним ориентиром служат звезды. Однако небо Арктики не очень удобно для навигации по нему без приборов. Единственное неподвижное светило на нем, полярная звезда, находится очень высоко, практически над головой путешественника, так что применять ее для поддержания курса сложно. Многие оленеводы просто отмечают звезду над горизонтом во взятом направлении и ориентируются на нее. Но у метода есть существенный недостаток. В Арктике звезды постоянно движутся вправо. Если в начале путешествия выбранная звезда была на западе, то спустя 6 часов окажется уже на севере, затем на востоке. Это смещение можно компенсировать, регулярно меняя выбранную путеводную звезду на соседнюю слева. Но и в таком случае весьма высок риск ошибиться, особенно если путешествие длительное. GPS в помощь. Исследования показывают, что люди, которые следуют за кем-то или ориентируются по приборам, либо не формируют ментальную карту совсем, либо это происходит крайне медленно. Не исключено, что молодые оленеводы, которые для спокойствия прибегают к помощи GPS и ГЛОНАСС, уже вряд ли смогут составить столь же точные и обширные ментальные карты, как их предшественники. Технологии значительно облегчают жизнь. Но вполне возможно, что они же станут причиной, по которым нынешнее поколение кочевников станет последним способным ориентироваться в тундре без навигатора. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.